Проезд в общественном транспорте подорожает с января. Многочисленные транспортные ассоциации объявили о повышении в новом году тарифов на проезд в местном общественном транспорте, перекладывая таким образом на пассажиров возросшие расходы на электроэнергию. Билет за 49 евро, который федеральное правительство и правительство земель планируют ввести в качестве единой услуги общественного транспорта в следующем году, вряд ли изменит ситуацию. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Согласно оценке почти десятка крупных транспортных объединений, проведенной Deutsche Presse-Agentur, в зависимости от региона цены на билет в Германии вырастут от 1,4 до 8,8%. Наибольший рост наблюдается в транспортной ассоциации Rhein-Neckar, будущей смешанной. Она охватывает части Гессена, Пфальца и Баден-Вюртемберга. С января тарифы на проезд в автобусах и проездах вырастут здесь в среднем на 8,83%. В отличие от этого, корректировка цен будет сравнительно умеренной в Рейнско-Майнском транспортном объединении и в Бременско-Нижесаксонском транспортном объединении. Там общественный транспорт с 1 января подорожает в среднем на 1,4%. Между ними находится в частности транспортное объединение Берлин-Бранденбург, которое повышает свои цены немного позже, 1 апреля, в среднем на 5,6%. Транспортное объединение Рейн-Рур в Северном Рейне-Вестфалии повышает цены в среднем на 3,9%, а соседнее транспортное объединение Рейн-Сиг на 5,44%, причем в два этапа в январе и в июле. Повышение цен, как правило, затрагивает одиночные, дневные и групповые билеты. Однако некоторые ассоциации также повышают цены на абонемент, когда станет дороже. В большинстве рассмотренных ассоциаций корректировка цен вступит в силу с 1 января 2023 года. Однако в ряде земель повышение цены действует несколько месяцев. К примеру, в транспортном объединении Варнов в округе Росток уже 1 октября цены подросли в среднем на 6,6%. В Мюнхене и в окрестностях проезд в общественном транспорте, включая абонементы с момента изменения расписания 11 декабря, подорожал в среднем на 6,9%. В других местах, однако, на это все еще требуется время. Почему ассоциация повышает цены? Ассоциация транспортных компаний Германии называет в качестве причины таких мер, в частности, резкий рост расходов на электроэнергию, дизельное топливо и персонал. Кроме того, многие пассажиры в настоящее время не оформляют абонемент на проезд в общественном транспорте, предпочитаю дождаться введения билета за 49 евро. Недостаток доходов также необходимо будет компенсировать. Снизятся ли цены, когда появится билет за 49 евро? Однако не следует ожидать. Это правда, что компании получат миллиардные компенсации от федерального правительства и правительств земель за потерю доходов, которые могут последовать в результате введения общенационального месячного проездного билета на общественный транспорт, но это не включает компенсацию за возросшие затраты на электроэнергию и персонал. Более того, вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем деньги дойдут до ассоциации компаний, подчеркнул ФАУ-ДЕ-ФАУ. В конце концов, дата начала действия билета за 49 евро еще даже не назначена. Однако компаниям уже сейчас требуется больше денег для поддержания ликвидности, чтобы оплачивать текущие расходы. Ну и на этом все. Обязательно пишите свое мнение в комментарии, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на этот канал, будем следить вместе за новостями. Я желаю всем хорошего настроения и всем пока.